главный показатель экономического развития – рост ВВП, валового внутреннего продукта. За январь-октябрь, у меня данные за январь-октябрь, 3,7%. Это чуть меньше, чем в прошлом году, 4,3 у нас было. Но я хочу отметить, что на фоне рецессии в еврозоне, на фоне снижения темпов экономического роста в Соединенных Штатах и даже определенной посадки в Китае, в целом считаю это результат хорошим. Что сказалось на некотором снижении темпов роста в текущем году? Ну, первую причину я уже назвал, это общее снижение темпов роста мировой экономики и даже рецессия в одном из ведущих центров в еврозоне. Ну, а второе, это все-таки это наша внутренняя проблема, она связана прежде всего с неурожаем. В прошлом году у нас урожай зерновых был за 90 миллионов тонн, в этом году 74 с небольшим. И это сказалось в определенной степени на инфляции, я сейчас тоже об этом два слова скажу. И, безусловно, затормозило темпы экономического роста в третьем-четвертом квартале. Но в целом, повторяю, результат, на мой взгляд, является удовлетворительным. Что касается инфляции, то вы знаете, в прошлом году она была самой низкой за последние 20 лет, и это, безусловно, является предметом нашей гордости, потому что мы на протяжении длительного времени таргетировали инфляцию, пытались ее подавить, результат есть. В этом году, вот на 17 декабря, она чуть-чуть подросла, 6,3%, но, как вы видите, находится практически в тех же самых величинах. В ответ на принятие американцами закона Магнитского, Госдума приняла запретительные меры в отношении американцев, американских граждан, которые хотят усыновлять российских детей-сирот. Считаете ли вы такой ответ действительно адекватным? И не смущает ли вас, что дети, причем самые обездоленные и беспомощные из них, становятся инструментом в политической борьбе? Спасибо. Ну, во-первых, вы сейчас сказали о том, что это ответ на так называемый закон Магнитского. Я два слова скажу, как я к этому отношусь. Я уже говорил, но все-таки позволю себе сформулировать в общих чертах свое отношение к этому делу. Это, безусловно, недружественный в отношении Российской Федерации акт. И дело не в чиновниках, которым запрещают иметь какие-то счета или ставят под контроль недвижимость. Я недавно в послании сам об этом сказал. Мы сами считаем, что наши чиновники, особенно высокого ранга, люди, занимающиеся политикой, должны иметь счета в российских банках. У нас, кстати говоря, в Российской Федерации много банков со стопроцентным иностранным капиталом. И их дееспособность, надежность не вызывает сомнения. Если этот банк работает в России, либо в Вене, либо там где-то в другой столице, это уже не имеет значения. Важно, что это международный финансовый институт. Ну, пожалуйста, здесь держите. Значит, что касается недвижимости, я тоже сказал об этом. Если нам наши коллеги за границей помогут выявить тех, кто нарушает, мы будем им благодарны. Даже готовы премию за это выписать. Но дело совершенно ведь не в чиновниках, а дело в том, что они один антисоветский, антироссийский закон заменили другим. Не могут без этого никак обойтись. Все пытаются остаться в прошлом. Это очень плохо. Это, конечно, само по себе отравляет наши отношения. Что касается непосредственно вот этой темы, которую вы сейчас затронули, это усыновление наших детей иностранцами. Но, насколько я знаю, опросы общественного мнения, подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относятся к тому, что иностранцы усыновляют наших детей. Нам нужно самим этим заниматься. Нам нужно самим стимулировать передачу в семьи наших детей, оставшихся без попечения родителей, либо сирот. И в этой связи я думаю, что вот вчерашнее предложение Дмитрия Анатольевича Медведева является абсолютно правильным. Нужно развивать внутри страны это направление деятельности. Снимать бюрократические барьеры, поддерживать еще больше семьи, которые берут детей.
Теперь, что касается американской стороны. Дело не в конкретных людях, американских гражданах, которые усыновляют наших детей. Там и трагедии случаются, и мы об этом знаем. Но подавляющее большинство людей, которые усыновляют наших детей, ведут себя очень адекватно. Это добрые, порядочные люди. Реакция депутатов Государственной Думы не на эту деятельность, а на позицию американских властей. В чем заключается эта позиция? А в том, что когда преступления в отношении усыновленных российских детей совершаются, чаще всего американская Фемида вообще не реагирует на это и освобождает от уголовной ответственности людей, которые явно совершили уголовное деяние в отношении ребенка. Но это еще не все. Российских представителей фактически не допускают даже в качестве наблюдателей на эти процессы. Вот мы заключили сейчас, недавно заключили, между Госдепом и МИДом было заключено соглашение по поводу того, как и что могут делать представители России в ходе возникновения этих кризисных или конфликтных ситуаций. Что на практике получилось? На практике оказалось, что эта сфера деятельности отнесена американским законодательством на уровень штата. И когда наши представители приходят для того, чтобы исполнить свои обязанности в рамках этого соглашения, им говорят, а это дело не федеральных властей, а штатов. И на штатном уровне у вас никаких соглашений нет. Идите в Госдеп, с кем вы там заключали соглашение, с теми и разбирайтесь. А в федеральных органах власти Соединенных Штатов отсылают на уровень штатов. И зачем такое соглашение? Дурочку включили просто и все. Даже не допускать в качестве наблюдателей, не только участников процесса. И о чем пекутся наши партнеры в Штатах и американские законодатели? О правах человека в наших тюрьмах, в местах лишения свободы. Хорошее дело, но и у них самих там полно проблем. Я уже говорил об этом. Слушайте, Абу Грейб, известный всему миру, на Гуантанамо, уже годами держат людей в тюрьме без предъявления обвинения. Это вообще уму непостижимо. И причем не просто держат в тюрьме без предъявления обвинения, в кандалах ходят там люди, как в средние века. Внутри собственной страны легализовали пытки. Вы представляете, что если бы у нас хоть что-нибудь такого было, с потрохами бы сожрали уже давно. Такую бы развернули по всему миру и вакханалию. А там все тихо, тишина. Ведь сколько раз было обещано, что Гуантанамо будет закрыто. А вот поныне там, где это? Тюрьма работает. А мы не знаем, может быть, и пытки продолжаются. Эти так называемые секретные тюрьмы ЦРУ. Кто наказан-то? И нам еще указывают на то, что у нас какие-то проблемы есть. Да, спасибо, мы знаем. Но принимать на этой основе какие-то антироссийские акты – это запредельная вещь, не спровоцированная ничем с нашей стороны. И я понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватный. К концу вашего нынешнего президентского срока вы будете у власти уже столько лет, что совершеннолетие достигнут те, кто родился в год, когда вы к власти пришли. Финансовая стабильность прекрасна, но даже 18 лет, он все-таки в российской истории это особая цифра. Не опасаетесь ли вы, что иной раз стабильность может переходить в застой? И один вопрос на правах выпускника МГИМО, нас международному праву учили. Я не собираюсь защищать техасского судью, который не пускал наблюдателей к избирательному участку, не собираюсь защищать американских родителей, убивших. Но даже если каждый из депутатов Государственной Думы возьмет 2 детей, 450 умножить на 2 – это 900, а не 956, сколько американцы взяли в прошлом году. Дай бы бог россиянам, конечно, принимать, но будете ли вы МИДу давать поручение тогда апгрейднуть, пересмотреть российско-американское соглашение? Потому что проблема есть. Давайте с последнего начнем. Я уже говорил, ситуация, при которой мы заключаем соглашение с федеральными властями, а эта сфера деятельности регулируется штатным законодательством, и нас туда просто не допускают, она не рабочая. Просто не рабочая. Мы же знаем, у меня информация есть из посольства.
они, сотрудники посольства, в соответствии с соглашением, пытаются прийти в суд в качестве наблюдателя, их просто не допускают. Какой смысл тогда в этом соглашении? Чушь какая-то. Поэтому, естественно, нужно посмотреть, что там есть. В этом соглашении предусмотрено, что если одна из сторон хочет его денонсировать, то нужно сделать это, предупредить за год. Поэтому там не все так просто. Значит, а по поводу моего отношения к тому, что депутаты делают, если президент США так легко соглашается со своими законодателями, почему вы считаете, что президент России должен поставить под сомнение то, что делают законодатели Российской Федерации? Что касается усыновления депутатами, это хорошо, и некоторые из них, я уверен, если мы посмотрим, и усыновляют детей, берут на попечение, но ведь задача их не в этом. Их задача в том, чтобы формулировать правила поведения, регулировать с помощью законов определенные сферы общественной жизни. Я думаю, что нужно совершенствовать законодательство, и в этом роль парламента страны. Стабильность застой. Вы знаете, это всегда такое сопоставление очень эффектное, но оно не имеет под собой серьезных оснований. Почему? Потому что обязательное, я хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы это все услышали, непременное условие развития – это стабильность. Ну о каком развитии может идти речь, если все трещит по швам в стране, в политическом смысле? Кто же будет вкладывать сюда деньги? Вот как бы там не ругали политическую систему в Китае, а деньги туда идут, и прежде всего, потому что там стабильно, потому что инвесторы знают, что они могут рассчитывать, что в ближайшие там, 5, 10, 15 лет их деньги не растворятся в результате каких-то политических потрясений. Это важнейшее условие стабильности. Это не значит, что мы должны сделать такую же систему, как в Китае, но стабильность мы должны обеспечить, как обязательное условие развития. Я об этом много раз уже говорил.